Всем привет, с вами Сергей Медведь и немножко теория о том, как сделать вкусную сочную куриную грудку. Да, кто-то может подумать, что это секрет какого-то маринада, который необыкновенно размягчит и улучшит вашу грудку, и она будет по вкусу, как лучшая вырезка из мраморной говядины. Но нет, маринады нифига не помогут, их можно убирать, и они не помогают сделать мясо мягче. Это, в принципе, так не работает. Я могу вылить их все себе на руку, рука моя мягче не станет. Я могу вылить их на стол, и стол никак особо не изменится. Хотя кислота, конечно же, изменит мою руку, и стол, и мясо, но кислота, как и ферменты, например, которые в соке киви содержатся, или в ананасе, они не делают волокна и мясо мягче, они просто разрушают волокна. И от этого мясо просто превращается в кашу. Вы попробуйте, залейте соком киви или пюре из киви мясо, подержите какое-то время и увидите, какая мерзкая штука у вас получится. Так, ну что же делает мясо мягким? Давайте подумаем. Первое правило — это откуда оно мясо, в принципе, происхождение мяса, какое животное, какая часть туши и так далее, да? Ну, куриная грудка, поэтому будем говорить только о ней. Куриная грудка, она мягкая. Что бы вы ни говорили, она мягкая на самом деле. Это не какая-то старая кобыла, там, конина и так далее. Так что с этим вопрос решен. Но она не очень сочная из-за второго правила, которое влияет на сочность и мягкость, это количество жира. Жир, в принципе, он делает мясо вкусным, мягким, сочным. Нам нравится вкус жира. И в куриной грудке его, конечно же, не очень много, почти нет, можно сказать. Поэтому сама по себе она не будет очень сочной. Конечно, если сделать ее в сливках или в сметане, это будет очень вкусно и сочно. А просто сама по себе грудка, она такой не будет. И третье правило — время готовки. Очень долго готовят куриную грудку, из-за этого она получается отвратительная. Особенно если кинешь ее в воду и будешь варить 20-30 минут, это получается сухая, целиком, если особенно такая сухая грудка, потому что когда кипит это все, белок коагулирует, соответственно волокна сжимаются, и оно просто выдавливает весь сок, грубо говоря, в воду, поэтому получается так бульон, да, но нам нужен не бульон, а мягкая грудка, поэтому не надо так делать. И грудку можно готовить как морепродукты, по сути, очень быстро, до тех пор, пока вот розовая такая грудка, она не побелеет. И все, нам главное, чтобы она побелела, все, грудка готова, не надо ее дальше готовить. Как, собственно, это все реализовать для тех, сразу говорю, да, для тех, кому не важно вот какая-то подача блюда, ему нужна грудку постоянно есть, он хочет, чтобы она была не такой противной, ему не важно, как это все выглядит, с чем это и что скажут другие люди. Поэтому что делаем? Вот грудки у нас такие продаются уже филехи, они в таком виде уже в магазине, поэтому сами как-нибудь отделите от кости, я думаю, разберетесь. И как ее сделать? Прям в пластиковом контейнере вдоль плоскости вот так вот разрезаем на 2 штуки таких. Вот у нас получается 2 очень тоненьких таких штуки, которые очень быстро просто готовить. Как удобнее это сделать? Вот видите, толстая часть, да, самая. И прям по ней ножом примерно вымеряем напополам, и с нее уже начинаем резать. Параллельно сбоку смотрим, примерно пополам идет. Но дальше нам нужны маринады не для размягчения, а для вкуса прежде всего. То, что я всегда использую, конечно же, не все вы можете найти у себя. Я живу в Таиланде, ну не спрашивайте меня, где что достать. Ну, возьмите что угодно, на самом деле маринад можно сделать из чего угодно. Самый простейший вариант — это лук, соль, черный перец. Получится на вкус как пельменный фарш примерно, или как котлетный. Она не будет прям сильно мягкая, она будет довольно упругой такой, как вот знаете, упругий фарш в пельменях. Я же использую вот такие штуки. Это терияки соус, ну его у нас, по-моему, можно найти. И чеснок, соевый соус, вот это устричный соус, хорошая штука. Она, кстати, для многого хороша, я как-нибудь покажу еще что. Ну это мирин, это, так сказать, рисовое вино, но это не совсем вино, это просто алкоголь такой, так сказать, не для питья, никто его не пьет, его для кулинарии используют. Как сочетать? Простейший еще вариант. Это соевый соус, вот это бадья, это соевый соус, я такой покупаю. И чеснок. Чеснок давим в чеснокотравке, заливаем соевым соусом, курицу. И все, в принципе, больше ничего не надо. Дальше еще могу пробовать чеснок и соус терияки. Очень неплохо идут, кстати. Устричный соус не всегда использую, он у меня больше для других целей, но тоже можно как замена терияки, например.
Он сладковатый такой и тоже содержит соль. Но так если вы не используете соевый соус много, надо, конечно, подсолить. Ну, само собой, да, не соленая курица это вообще мерзко. Мирин я добавляю почему-то из этого одному, потому что сам по себе он как бы не особо хорош. Ну и фантазии можно с чем угодно делать. Это делает вкус, это не размягчает мясо, это просто дает хороший вкус приправ. Острый чили я еще использую, здесь его нет, как бы, но там уже сами смотрите. Вот здесь у меня две филехи таких, которые уже замаринованы в терияки и с чесноком и немного соли, так как терияки не особо соленый. И вот такую штуку прямо вот так бах на сковородку. Разогреть хорошо сковородку и буквально каждая сторона 2-3 минуты. Вот это даже 2 минуты на сильном огне. Перевернул еще 2 минуты и достаточно. Особо фанаты диет могут делать на сковороде с антипригарным покрытием без масла, но я рекомендую все-таки смазать маслом, так как именно оно даст красивую корочку. И самый последний, вообще быстрый молниеносный способ, кому вообще пофиг, это убрать микроволновку на полную мощность на 5 минут, на 4-5 минут. Там хлопать немного, так как будет эта вот вода выходить и так далее. Но ничего страшного, просто дождитесь конца, и на самом деле курица быстро приготовится и останется мягкой. Вот та же самая курица через 5 минут из микроволновки. Не очень приглядно, да, но опять же говорю, нам важен вкус, да, нам важно, чтобы запихнуть себя. Это даже не знаю, можно понять на видео или нет, но она довольно мягкая, вот вилка легко втыкается в нее. Разрезать, вот, пожалуйста, соки там еще остались. Она не особо жесткая, вот, можно убирать, все, вот так мясо буквально. Можно вилкой попробовать отделить. Я не знаю, как вам показать, но она действительно не очень жесткая. Но само собой, для большей эстетики вы можете просто пожарить, и так будет и красивее, наверное, но чуть более заморочено. Это прям вообще, когда нет времени, 5 минут в микроволновке, все, ваша грудка готова. Не надо ее заранее отваривать, как многие делают, хранить в этом же бульоне, и потом неизвестно, какого она вкуса будет. Лучше 5 минут сделать, у вас будет горячая, свежеприготовленная и мягкая. Контейнер вы сразу же нарезаете эту грудку, в контейнер ложите, заправляете приправами и просто храните курицу так. Вот при покупке вы так сделали, заморочились, а потом просто она у вас стоит с приправами. Вы когда надо достаете, кидаете в микроволновку, готово, ну или жарите, если вам так больше нравится. Вот и все, собственно. Вот грудка такая может храниться, я думаю, из-за приправ, соли, которая в ней содержится, дня 4 у меня 5 стоит, ничего с ней не происходит. Если вы очень переживаете, добавьте чуть уксуса, это еще продлит жизнь вашей курицы. И все, собственно, что я хотел сказать. С вами был Сергей Медведь, всего хорошего, пока.